В международном аэропорту Лос-Анджелеса утро начиналось как обычно. Запах кофе, шум объявлений, поток пассажиров. Никто не ожидал, что через несколько минут здесь воцарится полная тишина. Офицер Майкл Браун патрулировал зону багажа вместе со своим напарником, служебной овчаркой по кличке Рокки. 5 лет они работали вместе, и Майкл давно научился доверять его инстинктам. Вдруг Рокки резко остановился. Его уши насторожились, шерсть на загривке поднялась. Он медленно подошел к багажной ленте и уставился на обычный серый чемодан. «Спокойно, друг», — прошептал Майкл. Но пес не слушал. Он резко прыгнул и вцепился зубами в край чемодана. В зале раздались крики. Люди отступили. Охрана напряглась. Рокки рычал, будто предупреждая: «Не подходите». Майкл сразу понял — это не ошибка. Сработала тревога. Пассажиров эвакуировали. Прибыла команда саперов во главе с капитаном Софией Торрес. «Что он чувствует?» — спросила она. «Опасность», — коротко ответил Майкл. «И еще что-то живое». В этот момент изнутри чемодана раздался тихий стук. Все замерли. Сканер показал источник тепла, температуру живого организма. «Внутри кто-то есть», — прошептала София. Саперы осторожно вскрыли замок. Крышка приоткрылась. Из чемодана раздался слабый писк. Внутри лежал маленький щенок. Грязный, испуганный, едва живой. Рокки тут же подошел и осторожно лизнул малыша. Но радость длилась недолго. Под двойным дном чемодана обнаружили десятки пакетиков с запрещенным веществом и электронный передатчик. «Контрабанда и маяк», — мрачно сказала София. «Кто-то следит за этим грузом». Камеры показали женщину в бежевом пальто. Она оставила чемодан и исчезла в служебных коридорах. Рокки резко потянул поводок. «Он взял след», — сказал Майкл. «Она еще здесь». Пса отпустили. Он мчался по бетонным коридорам, пока не остановился у складской зоны. Там стоял мужчина с пультом в руках. «Стоять!» — крикнул Майкл, но мужчина нажал кнопку. Рокки бросился первым, сбил его с ног. Пульт отлетел в сторону. Подозреваемого задержали. Позже выяснилось, группа тестировала незаконные биочипы, используя животных как контейнеры. Щенок был частью эксперимента. Они называли это наукой, — с горечью сказал Майкл. Вечером аэропорт снова заработал. Паника ушла, тревожные огни погасли. Майкл вышел на улицу. Рокки шел рядом, уставший, но спокойный. В машине, в коробке с теплым пледом, спал спасенный щенок. «Знаешь, — тихо сказал Майкл, — иногда одна секунда решает все. Один твой лай, один шаг». Рокки слегка махнул хвостом. В отражении стекла были видны двое — человек и собака, настоящие напарники. И где-то далеко взлетал самолет, напоминая: мир может быть опасным, но пока есть те, кто слушает сердце и инстинкт, у него есть шанс. Иногда, чтобы спасти жизни, достаточно просто довериться собаке.